Все мы с вами знаем, что на ПК серия PES всегда уступала консольному варианту за счет лучшей оптимизации, графики и так далее. Но чего не отнять у этой версии и по сей день вместе с eFootball, так это патчей. Соответственно, после перехода на модель Free-to-Play патч стал намного меньше, и они стали куда менее разнообразными. Но тем не менее, когда игра постоянно штормит с кадрами в секунду, графикой и прочими моментами, патчи немножко, но спасают это положение. И именно о таких патчах я предлагаю сегодня поговорить. Сегодня я расскажу о дополнениях, которые позволят вам немножко починить игру на ПК, и надеюсь, что вам это поможет. Устраивайтесь поудобнее, не забывайте про лайки, подписывайтесь на канал, ну а мы начинаем. Итак, первый патч не столько спасает игру, сколько способствует ее разнообразию, назовем это так, а именно разблокирует все доступные команды для игры в товарищеских матчах. В принципе, эти патчи мы все рассматривали, просто они выходят под новую версию и несколько меняются, скажем так. Для того, чтобы выбрать команды, за которые вы хотите поиграть в товарищеских матчах, вам нужно зайти в тренировочный режим, выбрать команды там и только после этого начать товарищеский матч. И, пожалуйста, вы играете любой командой, которую вы выбрали во время тренировки. Если вы сразу попытаетесь начать матч, то, в принципе, команду вы выбрать не сможете, и, скорее всего, игра банально вылетит. Патч на самом деле такой беспонтовый, но если вам хочется заценить оффлайн геймплей, то почему бы и нет. Единственное предупреждение: не пытайтесь играть в онлайн с этим патчем. Есть два варианта: либо вас банально не впустят в игру, и игра сама будет вылетать, либо ваш аккаунт и вовсе заблокируют. Поэтому этот патч только для игры в оффлайне, без выхода в онлайн. Все, что вам нужно для его установки, так это заменить парочку файлов в папке CPK и заменить файл с оригинальной eFootball, то есть ее экзешник. Прежде чем заменить файлы CPK, сделайте их бэкап, чтобы потом вернуть после того, как вы наиграетесь, чтобы потом игра вернулась в привычное русло. А вот уже следующая модификация способствует тому, чтобы уменьшить количество лагов во время матча, ну и в целом повысить FPS. Данная модификация убирает зрителей с трибун и, так сказать, разблокирует FPS в игре. Соответственно, чем меньше народу на поле, тем больше FPS в игре. И как бы я скептически не относился к этой вещи, но она действительно помогает. Конечно, все лаги в игре она не убирает, но во время игрового процесса, во время матча, соответственно, лагов намного меньше, чем было до этого. Не смущайтесь, когда видите болельщиков на трибуне перед матчем, потому что это просто отдельная кат-сцена, в то время как во время матча болельщиков банально на трибуне нет. Звук есть, но самих болельщиков нет, как говорится. Данная модификация подходит тем, у кого прям такой слабый компьютер, но тем не менее он запускает игру и позволяет в нее поиграть. И эта модификация позволит вам добавить пару лишних FPS в игру, поэтому почему бы и нет. Вместе с тем, что он убирает зрителей, он также разблокирует FPS, поэтому отдельное дополнение наподобие FPS анлокера вам здесь не понадобится. И следующая модификация — это полная противоположность предыдущей, поскольку эта модификация, так сказать, улучшает графику в игре и также разблокирует FPS. То есть, если там убирали болельщиков, то тут наоборот повышают качество графики и также разблокируют FPS, что способствует красивой картинке, отчасти, и большему количеству кадров в секунду. И знаете что? Этот патч действительно меня, так сказать, удивил, потому что графика не сказать, что прям сильно изменилась, но тем не менее заиграла новыми красками, буквально. Газон в игре от этого лучше не становится, да и в целом освещение как-то не меняется, но сама картинка становится настолько сочной, насколько это возможно в рамках данной игры, скажем так. Ну и вместе с этим также разблокируется FPS, а поэтому тут двух зайцев одним выстрелом, то есть и насыщенная картинка, и большее количество кадров в секунду. Для тех, у кого компьютер тащит игру и способен на больше, так сказать. Поэтому всем тем, у кого такой компьютер имеется, данный патч я рекомендую прям вот 100%. Ссылка на него, так же как и на предыдущие модификации, будет в описании. Что же касаемо установки, я не рассказал про предыдущий патч и его установку, потому что у этих двух патчей, а именно двух последних патчей, одинаковая установка. Вы просто заменяете оригинальный экзешник с eFootball 2023. Но, как и всегда, рекомендую вам сделать бэкап оригинального экзешника, чтобы в случае чего, если вам не понравится или просто не будет работать, вы могли его вернуть и все заработало обратно. Если предыдущий патч запрещал вам играть в онлайне, то два последующих, а именно с удалением болельщиков и с повышением графики, никак не способствуют вашему потенциальному бану, а поэтому его спокойно можно использовать при онлайн-матчах. И на этом, так сказать, рекомендуемые мной патчи для eFootball 2023 на ПК заканчиваются. Я надеюсь, что этот ролик, так же как и соответствующий ролик с 21 пеской, оказался полезным для вас, ну и, соответственно, интересным тоже. Поэтому не забывайте поддерживать его своими большими пальцами вверх, в комментариях делитесь своими впечатлениями от этих модификаций. Ну и не забывайте про подписку на этот канал, если находитесь здесь впервые. У меня же на этом все. Я всех благодарю за просмотр, желаю вам удачи с установкой и не менее приятной игры потом. Всем пока, дорогие друзья!